Здорово! Сегодня у меня на столе аккумуляторный электролобзик Makita DJV-181. 18 вольт, платформа LXT. Расскажу, что в нем есть интересного, как он в работе и стоит ли обратить на него внимание. Характеристики. Длина хода штука 26 мм. Количество ходов в минуту от 800 до 3500. Все как везде. И самое нелепое – это максимальная глубина пропила – 135 мм. Бред сумасшедшего. Не, может и можно, но сколько времени это займет? И насколько вообще это эффективно? Ладно, фиг с ним. Габариты. Весит он почти 2 килограмма. С маленьким аккумулятором 2300. С аккумулятором побольше 2,5. В длину он 27 с небольшим сантиметров. Высота корпуса 19 сантиметров. Вместе хвата корпуса 76 миллиметров. Эргономика. В целом ощущение неоднозначное. Я бы назвал его удобным, особенно учитывая, что удержание происходит достаточно близко к оси движения штока, его легко контролировать на поворотах. Но толщина корпуса вместе хвата совершенно ужасная. В отличие от всех остальных инструментов Makita, которые мне в руку ложатся идеально, эта штука ощущается как полено. Вроде бы ничего, но если работать долго, начинает аж руку сводить. Если у вас маленькая ладонь, вообще не советую этот аппарат покупать, не подержав сначала. Дальше. Пройдемся по устройству. Опорная плита из литого алюминия. Со стальной вставкой. Что интересно, можно зафиксировать не только под углом, но и вперед-назад у нее есть ход. И она фиксируется в этих положениях. Регулируется шестигранником, ключ в подошве держит плоская пружина. Патрубок пылеудаления. Устанавливается слева или справа. Вставляем клык и закручиваем этот дурацкий винтик. Не могу сказать, что есть какая-то польза от этого патрубка. Большая часть пыли в пылесос не уходит. Подсветка. Ну, это херня полная. Сдув опилок. По сути, отсутствует. Так, приколы конструкции. Чем он вообще отличается от остальных? Первое – это балансир. Внутри установлен динамический противовес. Что же это дает? В теории, конечно. Снижение вибрации – это главное назначение. Противовес движется в противоположном штоку направления, компенсируя силы инерции. Это позволяет делать более аккуратный рез и меньше нагружать кисть при длительной работе. Улучшение контроля. Чем меньше инструмент брыкается в руках, тем проще вести его по линии разметки. Особенно при криволинейных пропилах. Долговечность. Механизм меньше вибрирует. Это продлевает жизнь подшипникам, двигателю, да и всему аппарату. Тихая работа. Сбалансированный механизм меньше шумит и дребезжит. Какие у этого есть недостатки? Во-первых, добавочный вес. Весит этот противовес 60 грамм. Любые лишние граммы внутри корпуса увеличивают общую массу инструмента. Это делает работу на весу чуть тяжелее. Сложность конструкции. Наличие дополнительного движущегося элемента усложняет ремонт. Если в узел попадет много пыли или высохнет смазка, это может привести к дополнительному износу. Энергопотребление. Двигателю нужно тратить часть энергии аккумулятора на перемещение массы самого противовеса, что в теории, может быть, чуть-чуть снижает общее время работы на одном заряде. Если говорить субъективно, по моим ощущениям в работе, он себя ведет как и любой профессиональный лобзик. Его значительно меньше колбасит, чем какой-нибудь дешман, но сказать, что он ощутимо лучше, чем какой-нибудь Bosch или еще кто-то, я не могу. Что касается веса, учитывая, что тут металлический корпус редуктора, он и так клюет вперед, эти 60 грамм противовеса вообще никакой роли не играют. На весу лобзиком я не работаю, поэтому мне пофиг. Если говорить про криволинейные пропилы, то на совсем малых радиусах он брыкается, как и любой другой профессиональный лобзик. Шум, как и у всех. На минимальных оборотах его почти не слышно, на максимальных грохочет еще как. Что еще в нем интересного? Ну, во-первых, квадратное сечение штока. Фокусируйся.
На бумаге это минимизирует люфт пилки. На деле смотрите сами. Дальше. Опорный ролик тоже имеет ход. Кнопки включения. Они с двух сторон одинаковые. Чтобы включить инструмент, нужно нажать кнопку блокировки, снять ее и затем уже включить. Выключается любой из кнопок. Только это выключается, а это еще и блокируется. Кнопочки, на мой вкус, достаточно тугие. Я бы не сказал, что удобные. Ладно, дальше. Закрытый редуктор. У этого аппарата он в алюминиевом корпусе. Это имеет свои плюсы и минусы. Во-первых, защита передаточного механизма от пыли и стружки. Всякое говно не попадает на шестерни, и зубья не так быстро изнашиваются. Вроде бы как. Удержание смазки. Она остается внутри редуктора, не вытекая, не засирая внутри корпуса двигателя. Стошнило бы, да конструкции не позволяет. С таким тоже не сталкивался. Теплоотвод. Алюминиевый кожух работает как радиатор, отводя тепло от трущихся деталей быстрее, чем пластик. Но это и в обратную сторону может работать. Если заводская смазка выработала свой ресурс или закоксовалась, в закрытом редукторе быстрее все перегреется и заклинит. Без визуальных признаков проблемы. Сложная диагностика. Вы не увидите проблему, просто открыв корпус. Выработку смазки, скол зуба или еще какая-нибудь гадость, если налипнет на шестерню, пока не разберете редуктор целиком. Ничего не увидите. И, естественно, это вес. Металлически закрытый узел тяжелее и смещает центр тяжести всего инструмента. Что тут есть еще? Автоматический режим. Сразу, наверное, проговорю, что я за любую автоматизацию, которая упрощает и улучшает работу. Но как это сделано здесь? Здесь это называется soft no load. Но я в дальнейшем буду это называть автохерня. Потому что это автохерня. Что это и как это работает? Когда вы включили лобзик, но еще не загнали пилку в материал, двигатель работает на пониженных оборотах. Как только пилка касается материала, электроника чувствует нагрузку, обороты вырастают до установленного максимума. После завершения пропила скорость падает. Но это на бумаге. На деле, если вы будете пилить что-то толще 5-мм фанеры, в момент захода в материал лобзик можно просто задавить, и он уйдет в защиту, вместо того, чтобы набирать обороты. Либо наоборот, если поставить максимальную скорость, происходит резкий рывок, и что-то ровно и аккуратно выпилить уже не получится. И в реальности, в отличие от заявленного, по окончанию реза обороты никуда не падают. Вообще, само по себе увеличение оборотов, когда уже зашел в материал... Точно. Охрененно тупая идея. Это так не работает. И это касается любого резания вообще, хоть пропил циркуляркой, хоть сверление сверлом или точение на токарном. Сначала нужно набрать обороты и тогда уже входить в материал. А здесь это дебильное говнище. И вроде бы хер на него, не нравится, не пользуйся. Так оно тут включено с завода изначально. Что интересно, в предыдущих поколениях это еще и выключить было нельзя. Как это выключить? В инструкции не написано. Наитие такое появилось, что мне нужно выполнить определенный алгоритм. Ставим обороты на единицу. Убеждаемся, что инструмент заблокирован, то есть не реагирует на нажатие пусковой кнопки. Зажимаем кнопку блокировки, пока подсветка не начнет мигать, и поворачиваем диск регулировки на максимум до шестерки, а затем обратно. Дальше следим за лампой. Если подсветка мигнула дважды, функция отключена. Если подсветка мигнула один раз, функция включена. Чтобы убедиться, что оно выключено, можно поставить шестую скорость и включить. Если сразу большие обороты, значит автохерня выключена. Как он в работе? Если сухо говорить про работу, то я им вполне доволен. Как и любым другим профессиональным лобзиком. С криволинейными пропилами он справляется без вопросов. Я аж сам удивился. В доске сороковки выпиливать разные вензеля вообще без проблем.
Если взять толстую фистуловскую пилку и выключить маятник, то на средних оборотах дает отличный ровный рез. И, естественно, если маятник выключить и добавить оборотов, он будет пилить быстро и криво. Главное не пытаться лобзиком пилить смолистые доски вдоль. Жизнь не так слишком короткая. Не надо. Итак, сильные и слабые стороны. Плюсы. Для лобзика с самым обычным штоком, не как у сабельной пилы, без твердосплавных зажимов каких-то дополнительных, геометрия реза отличная. Балансировка. Им действительно приятно работать, в повороты входит хорошо, вибрация почти не чувствуется. Ремонтопригодность. Запчасти можно достать. В отличие от другого профинструмента, хоть и не дешево, но можно найти и починить. Минусы. Толщина корпуса. Вот вроде бы вот все вот хорошо, все классно, но почему этот сраный штекер нельзя было немного в сторону подвинуть и сделать корпус ощутимо тоньше, мне до сих пор непонятно. Хотя, если у вас огромная ладонь, может вам и понравится. Мощность на низких оборотах. На первой и второй скорости его легко задавить, и он уходит в защиту. Местами прям очень убого. Автоматический режим. Это какое-то говнище. Не знаю, что он там экономит в заряде аккумулятора, но вот линию реза испоганить – это запросто. Дальше, подсветка. Лучше бы вообще не позорились, чем вот это. Сдув опилок. Если верить интернету, то он там предусмотрен. Но по ощущениям весь обдув только от движения самого штока. Полная херня. Нюансы. Цена. В районе $300. Это ощутимо больше, чем всякое дешевое всякое. Ну, а что вы хотели? Как по мне, он в принципе того стоит. Ну, и еще развесовка не всем может понравиться, особенно если вы часто работаете на весу. То есть, из-за металлического корпуса редуктора вам может быть непривычно, что он клюет. Итого. Хороший профессиональный инструмент. В целом он мне нравится. Недостатков у него, конечно, хватает, и о них лучше знать перед приобретением. Но в целом вещь стоящая. Если еще не видели сравнение его с лобзиком Milwaukee, ссылка в описании. На этом, собственно, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, там все остальные ютубные штуки. Все, всем удачи. Как-нибудь потом заглянешь. А сейчас рубрика для тех, кто пишет мне в комментариях, что у меня поддельная Makita. Пацаны, специально для вас. Сделано в Великобритании. Можете написать, что я наклейку криво наклеил. Или криво распечатал коробку. Тоже сам сидел, собирал. Вот, собственно, и все.